Старый питбуль по имени Бом стал настоящей головной болью для семьи Татьяны и Владимира в последние несколько месяцев. Каждый раз, когда хозяин выходил за дверь, Бом укладывался у порога и начинал протяжно выть. Супружеская пара, выйдя на пенсию, осуществила свою давнюю мечту, завела питбуля, о котором мечтали, когда жили в квартире. Теперь, переехав в загородный дом, они наконец-то могли позволить себе такую большую и сильную собаку. Прошло 10 лет, и Бом стал старым, но по-прежнему оставался преданным своим хозяевам. Татьяна решила написать письмо в редакцию S-News, чтобы поделиться своей историей. Она рассказала, что несколько месяцев назад Бом начал вести себя странно. Он постоянно следовал за Владимиром по дому, а когда тот уходил, укладывался у двери и начинал выть. Сначала Татьяна не придавала этому значения, но вскоре ее это стало беспокоить. Она не могла понять, почему Бом так реагирует, и пыталась отправить его в вольер на улицу, чтобы не слышать этих тревожных звуков. Однако, чем больше проходило времени, тем больше Татьяна понимала, что, возможно, она несправедливо обращалась с Бомом. В сентябре Владимир поехал в санаторий, и перед поездкой ему нужно было сдать анализы в поликлинике. Терапевт заметил некоторые отклонения от нормы и направил его на дополнительные обследования. К сожалению, результаты подтвердили худшие опасения. У Владимира была обнаружена начальная стадия рака. К счастью, болезнь оказалась операбельной и поддающейся лечению. Для супругов эта новость стала полной неожиданностью, так как Владимир всегда вовремя проходил обследования и регулярно сдавал анализы. Однако рак – это непредсказуемая болезнь, и они были шокированы. Татьяна и Владимир стали осознавать, что именно Бом первым заметил изменения в здоровье хозяина. Теперь все стало на свои места. Его странное поведение и беспокойство были вызваны тем, что он чувствовал, что что-то не так. Татьяна, понимая это, подошла к питбулю, извинилась перед ним и расцеловала его. Верный пес, почувствовав ее тепло, положил голову ей на колени и начал лизать ее руки. Он так сильно переживал и хотел помочь своему хозяину, но не мог объяснить свои чувства. С этого момента Татьяна и Владимир стали уделять Бому больше внимания и заботы. Они поняли, что их преданный друг всегда будет рядом, готовый поддержать в трудные времена. Учитывая, что впереди их ждала операция и лечение, они решили, что теперь будут вместе с Бомом, делая каждый день особенно ценным. Эта история стала для них уроком о важности взаимопонимания и любви не только между людьми, но и между человеком и его четвероногим другом. Бом снова стал частью их жизни, и они были уверены, что вместе справятся с любыми трудностями.